Привет, друзья! Меня зовут Мария, и это видео для тех, кто изучает русский язык. Сегодня будет эксперимент. Сначала я буду говорить медленно и просто. Потом мы будем читать вместе Чехова. Чуть-чуть. Там я буду говорить быстрее и немного сложнее. А потом я буду говорить комфортно, обычно. Обычно для меня. Давайте проверим, на какой минуте этого видео вы остановитесь. Сколько минут этого видео вы будете понимать легко и комфортно? Пишите в комментариях. Меня зовут Мария, я учитель. Я преподаю русский язык иностранцам. Сейчас я в кафе. Это мое любимое кафе в городе. Я попила кофе. Сейчас поговорю с вами и пойду. Куда? Пойду в университет. Я там работаю. Сегодня у меня 2 урока. Мы говорим со студентами про коммуникацию, про межкультурную коммуникацию на русском языке. Кстати, совсем недавно я путешествовала. Я была в Италии. Это было мое первое путешествие в Италию и первое длинное путешествие на машине. Это было классно. Я была в Венеции, в Триесте, в Больцано, в Доломитах, а потом у озера Гарда и в Вероне. Я преподавала в Веронском университете. У меня было 4 мастер-класса там. Если честно, я очень горжусь этим опытом и буду еще долго о нем думать и его вспоминать. Напишите в комментариях о вас. Как вас зовут? Где вы сейчас? Что вы сейчас делаете или делали только что? Что вы будете делать сегодня? Как ваш апрель? А мы идем дальше. Сейчас мы будем читать Чехова, и я буду говорить уже немного быстрее и чуть-чуть сложнее. Вы знаете, я очень люблю Чехова. Чехов – это один из 2 моих любимых авторов. И больше всего я люблю читать его письма, потому что Антон Павлович Чехов отличался острым чувством юмора. Во всяком случае, мне очень нравится его чувство юмора. И особенно мне нравится этот острый язык в его личной переписке, в письмах. Кстати, напишите, что вы любите читать больше всего. Вот я в последнее время люблю читать именно письма. Мы прочитаем маленькую часть, несколько строчек из его письма Мизиновой. Письмо от 19 декабря 1892 года. Я пропускаю несколько строчек, читаю самое интересное. Вернусь я не знаю когда. Должно быть через месяц. Должно быть, наверное, через месяц. Напишите мне,
хоть одну строчку, напишите мне хотя бы, по крайней мере, одну строчку. Да? Он очень ждет от нее письма, и даже одной строчки будет достаточно. По адресу, и дальше дает адрес. И я вам напишу. Кстати, здесь «вам» написано с большой буквы. Это высшая степень уважения. И вообще в письмах этого времени даже близкие друзья и даже родственники общались на «вы». «Вы» — это не только дистанция, нет, это уважение. Уважение, тепло, любовь, трепет в отношении к человеку в то время. На обратном пути побываю у вас и буду невыразимо счастлив, если вы на обратном пути, когда буду возвращаться, побываю у вас, заеду к вам и буду невыразимо счастлив. Невыразимо. Нельзя выразить моего счастья. Я буду очень счастлив, невероятно счастлив, если вы, пауза, дадите мне пообедать. Дадите мне пообедать. Хотел написать нажраться, но это было бы неизящно. Нельзя писать неизящно к изящной лике. Итак, на обратном пути побываю у вас и буду невыразимо счастлив, если вы дадите мне пообедать, накормите меня. Хотел написать нажраться. Нажраться – это значит наесться, есть и стать сытым, но слово нажраться имеет другую окраску. Это слово из другого стиля. Слово нажраться звучит грубо. Итак, хотела написать нажраться, но это было бы не изящно. Изящно, тонко, утонченно, красиво. Изящный язык, красивый язык. Это было бы не изящно написать нажраться. Это было бы некрасиво, некрасивое слово. Нельзя писать неизящно к изящной лике. Лика – это имя. Да? Вот если он общается с изящной девушкой, нельзя использовать некрасивые слова. Да хранят вас ангелы. Здесь да, частица да, значит пусть. Пусть ангелы хранят вас. Да хранят вас ангелы. Ваш А. Чехов. Кстати, обратите внимание, как я прочитала фразу «к изящной лике». Писать не изящно, к изящной лике. К изящной, к изящной. Я произнесла звук «ы» в начале слова. Давайте я прочитаю еще раз, следите за моей интонацией и попробуйте читать вместе со мной. Идет? Вернусь я, не знаю когда, должно быть через месяц. Напишите мне хоть одну строчку, и я вам напишу. На обратном пути побываю у вас и буду невыразимо счастлив, если вы дадите мне пообедать. Хотел написать нажраться, но это было бы не изящно. Нельзя писать неизящно к изящной лике. Да хранят вас ангелы. Ваш Чехов. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, читать вместе, и какие вопросы у вас возникли в этом отрывке.
Может быть по грамматике, может быть по лексике, а может быть по звуку. А я перехожу к третьей части нашего видео, где буду говорить уже в более комфортном для себя, в обычном темпе. Но, кстати, хорошая новость для вас. Я говорю достаточно медленно для носителя языка. Итак, не зря, не просто так я выбрала вот этот отрывок из писем Чехова. Да, нельзя писать неизящно к изящной лике. О чем это? Какая это тема? Это тема стиля, это тема культуры речи, это тема, какие слова, когда использовать. Так вот, к чему я веду? Друзья, расписание наше с вами. Открывайте дневники, берите ручки и записывайте расписание, что мы с вами будем делать в мае, июне, в ближайшее время. Я хочу провести мастер-класс на тему русский мат, русская матерная лексика. Мои студенты в университете частенько спрашивают меня про отдельные слова, но в университете не проведешь курс на эту тему. В интернете тоже это заблокируют. Все-таки это не цензурная лексика. Но интерес есть, и, конечно, матерная лексика – это, знаете, значимая часть любого, наверное, языка, а русского языка тем более. Я бы хотела с вами поговорить про этимологию, про основные матерные корни, что они значат, про приколы словообразования, про то, как вообще образуются матерные слова и почему русский мат считается одним из самых богатых. Да, русский язык вот в плане матерного языка считается самым богатым. Ну и, конечно, мы с вами разберем конкретные примеры. Да, я покажу, какие ошибки я очень часто слышу, какие ошибки желательно не делать. Мы немножко поучимся использовать, ну так, на всякий случай. Ну или во всяком случае поучимся понимать русскую матерную лексику. До 21 мая будет действовать специальная цена. Пожалуйста, посмотрите ссылки в описании к этому видео и записывайтесь ко мне на мастер-класс. И, внимание, если вы у меня в киноклубе, в клубе Russian Pronunciation Gym, да, где мы не просто смотрим фильмы и русский контент, но еще и работаем над произношением, над пониманием. Если вы в этом клубе, то вам ничего покупать не нужно. Этот мастер-класс будет в рамках нашего киноклуба. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что я еще вам забыла сказать? Да, конечно, я вас хотела бы пригласить еще и в киноклуб, но дело в том, что с этим путешествием в Италию я совершенно не успела вовремя записать вот это видео. И когда выйдет вот это видео, уже, скорее всего, пройдет у нас ежемесячная встреча 24-25 апреля. Но все равно, даже если так, все равно я вас приглашаю в киноклуб Russian Pronunciation Gym. Мы там не просто смотрим русские фильмы, сериалы, мы еще учимся понимать живую русскую речь и работаем над произношением. У участников киноклуба на всех уровнях есть доступ к аудиотренажеру, и вы можете отправлять мне ваши аудио или видеозаписи и получать от меня обратную связь про ваше произношение. Ну и вообще можно задавать мне любые вопросы, и я на них развернуто отвечаю в нашей мини-группе. Присоединяйтесь, классный формат. И вообще этот год у меня год встреч. Встреч, мастер-классов, онлайн-встреч, живых встреч. И я ничуть не жалею, что я выбрала такой вектор в этом году. Встречи дают мне очень много энергии. И в этом путешествии в Италию я, кстати, встречалась с моей подписчицей Барбарой. Мы провели с ней и ее семьей 2 шикарных дня в горах. Общались много, гуляли. И потом она написала, что удивительно, как после 1-2 дней общения со мной на русском языке легче говорить на русском. Вот. Это лишь говорит о том, что общение с людьми ничем не заменить.
Приходите к нам общаться. Так, ну и, значит, 29-30 мая мастер-класс по русскому мату. Не пропустите, записывайтесь. И в июне-июле, да, середина июня, июль, начало августа я планирую интенсивный курс Shadowing для B1+, для высокого уровня. Тоже готовьтесь, там будет совсем маленькая группа, наверное, человека 4 я только возьму. 2 места уже занято, и 2 места еще вроде как есть, так что, пожалуйста, пишите мне, связывайтесь со мной, если вам это интересно, и давайте в июне-июле интенсивненько займемся вашим русским языком, русским произношением. Я думаю, это все на сегодня. Я вам желаю прекрасного дня. Пишите в комментариях, как вам этот формат. Пока-пока.